Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Украинское национальное антикоррупционное бюро, подконтрольное США, обнаружило хищение на $100 миллионов на контрактах Министерства энергетики Украины, Украинского атомного агентства «Энергоатома» и на контрактах по строительству защитных сооружений объектов энергетической инфраструктуры. В офисе Зеленского заявили, что в краже $100 миллионов на восстановление энергетики Украины друзьями Зеленского виновата Российская Федерация. Основные подозреваемые успели улететь в Израиль за час до проведения обысков и задержаний. Владимир, тут вопрос. На чем же все-таки господа краили в энергетической сфере Украины? И насколько это вскрывается сейчас? Вообще здесь все прекрасно. Ну, во-первых, начнем с того, что еще на Украине можно украсть, кроме энергетики и помощи из США и европейских стран. А поскольку обе эти вещи непосредственно смыкаются краями с такой магнетизирующей силой, что украсть нам просто невозможно. Ну, собственно, что там происходит? Во-первых, я напомню, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины происходят уже не первый год. Соответственно, то, что выбивается, оно должно как-то ремонтироваться, чем-то замещаться. Соответственно, мы помним, что в 22-23 были организованы обширнейшие поставки различного энергетического оборудования для ремонта, соответственно, пострадавшей украинской энергоинфраструктуры. Вот, собственно, здесь как раз и есть замечательная возможность для пилежа, если можно так сказать, потому что то, что поставлялось, соответственно, что-то где-то с воза упало, где-то какие-то деньги не дошли, что-то закупилось под видом поставок за бесплатно в качестве гуманитарной помощи, что-то было куплено на выделенные средства у аффилированных компаний за цены, превышающие реальные там в несколько раз. То есть тут такой простор для блужданий, что просто дух захватывает. Ну, собственно, украинская энергетика, она всегда была таким хорошим предметом для распила и коррупции. Я напомню, что скандалы вокруг украинского газа продолжаются уже не одно, ну, если можно так сказать, десятилетие. Это и контракты «Нафтогаза» и «Газпрома», когда поставки газа осуществлялись через какие-то прокладки в Швейцарии, через каких-то трейдеров, деньги куда-то девались. Газ, кстати, тоже куда-то девался, потому что Украина долгое время совершенно спокойно пользовалась российским транзитом газа через себя, просто забирая часть газа, потому что ей было нужно. Собственно, в этом бардаке пытались навести порядок и не единожды, много народу село, много чиновников пострадало, причем не только энергетических, но и, собственно, правительственных, и вице-премьеры на этом голову сложили, что, кстати, не помешало им потом пойти дальше в большую политику. Ну, в общем, здесь, конечно, большой простор для коррупции, для воровства и обогащения. Ну, говорить о каких-то этических вещах, о том, что, наверное, в стране, которая ведет войну, может быть, вот в таких масштабах-то не стоит, ну, наверное, бесполезно. Опять же, мы видим, что структура НАБУ, которая призвана бороться с коррупцией, создана не Украиной, а фактически Вашингтоном, и создана так, чтобы подчиняться Вашингтону, а не Украине, не Зеленскому. Ну, собственно, таким образом американцы пытаются хоть каким-то образом присматривать за выделяемой помощью. Что касается энергоатома, то тут тоже есть замечательные возможности для вот таких вот всяких финансовых лихих комбинаций, потому что украинская атомная энергетика работает уже не, естественно, во взаимодействии с Россией, которая, собственно, ну, существенную часть этих энергостанций строила, а с США. Запчасти, оборудование и топливные сборки поставляются оттуда. Вот тут тоже есть масса возможностей для различных финансовых комбинаций. И я думаю, что 100 миллионов – это только вершина айсберга, потому что если копнуть дальше и глубже, а, видимо, НАБУ пока вот
насколько смогло копнуть, настолько и копнуло. Но тут и перспективы интересные появляются. Весь этот воровской финансовый клубок замешан еще на политическом противостоянии внутри Украины. Там просто какой-то паучатник. Чиновники грызут друг друга, делят то, что еще не поделили. Я напомню, что там сменился уже не один вице-премьер и не один премьер, собственно. И сейчас новый премьер Свириденко зачищает правительство от друзей и соратников Зеленского. Вот опять же сейчас печальная судьба ждет уже бывшего, по-моему, практически министра энергетики Светлану Гринчук. Это та самая, которая все время говорила о том, что Украине не хватает газа, но вот деньги вот должны поступить, вот мы договорились там, договорились тут, деньги будут, газ будет. Но в результате ни газа, ни денег, а, собственно говоря, и теперь не министра энергетики. Кстати, ее место должен занять по ряду сведений Сергей Гринчук. Это бывший глава Укрнафта, а до этого он возглавлял топливную сеть ВОК. И, в принципе, наверное, этот человек, уж по крайней мере, в бизнесе понимает, насколько его понимание в бизнесе будет сообразовываться с велениями совести в рамках, так сказать, его управления энергетикой страны, которая ведет войну, ну, посмотрим. Но пока на самом деле как-то все очень для Украины печально. Опять же, сняли министра юстиции. Кстати, это не первый министр юстиции, снятый на Украине. Один из них, который был, кстати, в правительстве Порошенко, он вообще сбежал. Вот. И этот, кстати, бывший министр юстиции до этого возглавлял Министерство энергетики. Что называется, совпадение, не думаю. Ну, а вице-премьер, который летом подвергся, собственно, преследованиям, и против него было возбуждено уголовное дело за там растраты и какие-то левые подряды с земельными участками, квартирами в Киеве, Александр Чернышенко. Он, кстати, раньше возглавлял компанию «Нафтогаз», о которой я говорил в начале. Это та самая замечательная структура, в которой газ все время куда-то девается. И деньги, кстати, тоже. Тогда его удалось отмазать, отмазывал его, собственно, президент, потому что Александр Чернышенко по совместительству был не только главой «Нафтогаза», вице-премьером и главой Министерства национального, по-моему, единения или национальной идентичности, что-то в этом роде. То есть его удалось спасти от уголовного дела, но сейчас, видимо, наверное, вряд ли уже удастся спастись. Ну вот, собственно говоря, вот такие вот люди занимаются организацией поставок газа на Украину, а также организацией защиты энергоинфраструктуры Украины от российских ударов, от диверсий и так далее и тому подобное. Ну вот, сами видите, во что это выливается. И я думаю, что, скорее всего, это только начало этого великолепного праздника, потому что, по словам Свириденко, на очереди, собственно, многострадальный «Нафтогаз», которым уже много кто так эффективно поуправлял, а также Укроборонпром и украинские железные дороги. Поэтому есть такое ощущение, что 100 миллионов – это еще цветочки, а то, что происходит в Энергоатоме, это тоже только начало, и вполне вероятно, что через какое-то время вот эти 100 миллионов, квартал 95, друг Зеленского и так далее, это все окажется детским утренником, а на самом деле там удастся выкопать таких хтонических чудовищ, что все вот это вот покажется, в общем, невинной какой-то забавой, эти 100 миллионов. Владимир, а главный принцип следствия – это не выйти в процессе следствия на самих себя. Некоторые эксперты уже предполагают о том, что Соединенные Штаты, ну, в части бывшего руководства, бывшего президента и его окружения, как бы участвовали в создании системы, при которой такие взятки возможны.
И опять-таки выстраиваются параллели с отказом энергоатома от топлива из Российской Федерации в пользу американского топлива. И там внезапно обнаруживают упаковки, это даже не пачки денег, упаковки со знаками Федерального резерва. То есть это не просто банки выделили, это откуда-то прям хорошо выделили деньги. Возможно ли то, что Украина сама, можно сказать, и не виновата а ее заставили? Когда кто-то дает взятку, а кто-то ее впоследствии берет, получается, виноваты обе стороны. А вообще, если говорить серьезно, то Украина стала замечательным плацдармом для различных теневых махинаций, связанных с деньгами, с энергетикой, с оружием. Ну, в принципе, существование НАБУ как структуры, есть предположение, что это не то чтобы, ну, безусловно, у этой структуры есть какая-то основная задача присматривать за выделяемыми американскими деньгами, чтобы они не сильно пропадали. Но, в принципе, структура, по большому счету, имеет и более такие стратегические задачи. То есть это ну, своего рода инструмент в конкурентной борьбе оружейных лобби. Соответственно, опять же, это возможность для тех, кто хотел бы на украинском конфликте что-то заработать, чем-то поживиться, провести какие-то полутеневые, теневые или совсем чернушные операции. И, в принципе, эта структура, которая управляется из США и не подчиняется Украине, для этого подходит просто замечательно. Ну, я напомню, как один из фактов, то, что поставляемое США оружие на Украину периодически всплывает не только в каких-то африканских странах, ну, собственно, уже засветились эти образцы и у колумбийских наркобаронов, тех самых, с которыми, кстати, Трамп сейчас активно борется. То есть прикрывается украинским конфликтом буквально все. Разворовывание денег, разворовывание оружия. А что касается предыдущей администрации, я напомню, что интерес у семейки Байденов к Украине давний. Еще, кстати, в середине 2000-х сын предыдущего президента Джо Байдена Хантер Байден, его компания Бурисма активно пытались разрабатывать сланцевые месторождения на Украине. Тогда, правда, ничего из этого не получилось, но, тем не менее, деньги в это были влиты немалые, и, собственно, часть из них куда-то, как обычно на Украине бывает, подевалась, что-то распилилось, что-то положилось в карман. Ну, собственно, все участники сделки, кроме, наверное, тех, кто честно пытался разрабатывать какие-то ресурсы, все остальные оказались довольны. Поэтому, как известно, рыбку легко ловить в мутной воде, а на Украине в этом действительно мутном коррупционном болоте можно ловить не только рыбу, а там такие акулы водятся, что страшно подумать. Владимир, из этого вопрос. Лично для вас вот эти вот все мегапроекты по поиску редкоземельных металлов, лития, там, не знаю, сланцевого газа, этих блуждающих месторождений, на фоне этого коррупционного скандала, они как-то заиграли новыми красками? Добавилось каких-то вот объяснений, почему это вдруг находится на Украине такие странные месторождения? Ну, добавилось лишь четкого понимания, что все, что там происходит, это лишь масштабный проект по отмыванию и зарабатыванию. Владимир, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Ссылку оставлю в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч.